Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодня мы отвечаем на ваш вопрос, почему мы не делаем компостную яму. У нас просто нет необходимости в компостной яме, и мы отдельно не делаем вот эти все отходы или травку. Все это используется в процессе работы. В данном случае из кухни, вот смотрите, у нас здесь земля уже уже в 2 года отработала. И для того, чтобы в эту землю уже дать удобрение, мы вот с кухни все, что у нас остается, собираем, выкапываем ямочки, не глубокие. Здесь глубина где-то сантиметров 25. 30 самое большее. Там вот чуть-чуть дальше больше будет. И здесь же, вот видите, и тут у нас все абсолютно отходы с кухни, ничего не пропадает. Представляете, вот в этих кусочках здесь столько питательных веществ, и мы их возвращаем в землю. Ну вот получается, что у нас тут еще и арбузы растут. Ну пусть себе растут, а мы вот стараемся там, где свободное место, насыпаем вот эти остатки. Кстати, сюда же идут. И где-то падалица какая-то на огороде. И у нас есть зеленые удобрения. Почему я использую зеленые удобрения? Вот этот раствор даже не развожу, потому что здесь есть все вот эти элементы, которые помогают быстрее разлагаться вот этим пищевым отходом. И немножечко проливаем. То же самое здесь. И теперь присыпаем. Вот здесь у нас уже все это закопано. Видите, уже есть. И вот сверху просто закапываем землей. У нас здесь есть рядышком еще одна горка. И нужно обязательно закрыть это землей. Естественно, поливать немного, для того, чтобы там процесс именно влажный, естественно, работает всегда. Вот арбуз у нас здесь оказался кусочек. Вот. Здесь обязательно нужно это все прикрыть. И тогда получается, вот сколько, как будто бы много выкладываешь, глубже не делаем и больше не делаем. А вот это как раз хорошо. И когда уже переработка происходит, там буквально чуть-чуть вот такого черного слоя, буквально где-то сантиметр-два вот от этих остатков кухонных. Остатки кухонные очень хороши для земли. И вы скажете, а что вы делаете зимой, куда вы деваете? А у нас теплица. В теплицу все время мы зимой все отправляем в теплицу. Вот тоже дорожки такие копаем и все время засыпаем и укрываем. И там теплее, естественно, переработка идет постоянно. И вот эти все питательные вещества никуда не выбрасываются. Отдельно мы не слаживаем. Мы заметили, я пробовала делать компостную кучу, собрала столько медведки, что потом выводили очень долго. Поэтому вот этот небольшой объем позволяет, оно быстро перерабатывается, это свежий продукт, и не собирает на зиму, как это делается. У нас идем дальше, вот здесь тоже у нас уже тоже собралось. Сейчас много идет у нас бахчевых культур. Вот, и то же самое здесь. Здесь, конечно, еще досыпем. Пролью уже сейчас. И вот таким образом, вот здесь у нас, кстати, уже тоже есть засыпанные, видите? Вот, буквально вчера засыпала. Вот, там у нас тоже есть вот такие остатки. И все это, кстати, всегда говорят, вот кожица очень полезная, там столько питательных веществ, делают варенье. У нас вот это все идет по кругу, кругооборот своеобразный, и растения потом будут получать. Смотрите, вот интересная, да, ситуация. Рядышком вот арбуз, который съеден, и рядышком растет новый арбуз. Но мы накрываем, и вот таким образом тот арбузик будет себе нормально расти дальше, формироваться. Мы не испортили картину. Вот так здесь нужно подсыпать. И здесь пролили дождик. Если дождика нет, проливаем, и оно влажненькое, и там перерабатывается. Буквально за месяц-два здесь просто будет черная земля. И мы сможем таким образом эту грядочку напитать питательными веществами, не утруждая себя особыми установками вот этих компостных куч, пересев тогда, вредителей разносим. Вот таким образом у нас пока вот получается хорошо. Для слизней есть у нас препараты для слизней, если в этом есть необходимость. Но пока вот так вот
получается все нормально. И мы напитываем почву в течение лета, там, где освобождаются грядки или там, где необходимо. На следующий год, кстати, вот такие ямки хорошие делать надо и питать арбузы и дыни. Они очень любят вот эти места, если вот снова же там посадите рассаду на следующий год. Мы вам ответили на ваш вопрос, почему мы не делаем компостную кучу и когда ее закладывать. В чем прелесть вот этой компостной кучи своеобразной, компостных вот этих закладок в землю? В том, что каждый день мы это делаем, все остатки отправляем и не определяемся на какое-то определенное время. Все пищевые и все, что органическое может перегнить и дать пользу, мы используем и добавляем сюда для того, чтобы больше и быстрее переработка была. Добавляем сюда всего-навсего вот эти зеленые удобрения, бродилка, которые используются, там и земля есть, и травы, и это дополнительное удобрение. Наше видео подходит к завершению, его подготовили, как всегда, авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик. Прощаемся с вами. Не выбрасывайте ничего, берегите, давайте земле питание. Вот это все, что у нас есть, все это имеет ценность, и мы возвращаем земле ее же, до ее плодородия, ей же питание такое, ей тоже это нравится, эта вкусняшка. Она потом отблагодарит хорошим урожаем. Всего вам самого доброго. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.